Домашняя лапша с красной фасолью. Мы уже готовили блюдо с красной фасолью, и сегодня еще одно из них. А именно это красная фасоль адзуки. Обратите внимание на то, что у нее посередине такая белая точечка, похожая на глазик. И понадобится нам такая красная фасоль адзуки бин, один маленький пластиковый стандартный стакан. Первое, что мы делаем, это заливаем фасоль водой. Мы должны обратить внимание на то, всплывут ли какие-нибудь фасольки. И если такие будут, то мы их убираем и не используем, выбрасываем, они нам не нужны. Затем мы должны хорошо промыть фасоль, перетирая ее вот так вот между руками, так как, например, если бы вы его стирали. А после того, как мы промыли фасоль, мы загружаем ее в ту кастрюлю, в которой собираемся варить. Кастрюля должна быть достаточно объемной, потому что мы добавим достаточно много воды. А именно на 1 стакан фасоли 10 таких же стаканов воды. Мы наливаем в кастрюльку и затем будем все это варить под крышкой на средне-сильном огне около 30 минут. И затем делаем огонь тихим и 1 час 30 минут продолжаем далее варить. Но смысл даже не во времени, а в том, чтобы фасоль достаточно хорошо разварилась и размякла, так, чтобы она совершенно абсолютно легко ломалась. И затем есть варианты. То есть мы по-любому должны отцедить фасоль вот так вот, и либо мы ее перемалываем в блендере с добавлением той воды, в котором она варилась, и тогда мы используем ее вместе с оболочкой, или же мы ее перетираем вот так вот через сито, чтобы мякоть уходила через сито вниз в воду, в которой варилась фасоль, и тогда оболочки мы не используем. А оставшиеся оболочки можно хорошенько отжать и затем выбросить. В итоге мы с вами и от перемолки блендером, и если мы делаем это вручную, получаем вот такую вот массу мякоти фасоли с той водой, в которой она была выварена. И мы должны будем всю вот эту полученную вот такую водянистую массу обратно залить в кастрюльку. Можно помыть ту кастрюльку, в которой варили, можно не помыть. Вот, и должны будем опять довести всю вот эту массу до кипения. Доводя ее до кипения, периодически посматривайте, помешивайте, чтобы часть мякоти не прилипала к дну. И за это время мы можем сделать лапшу. Нам потребуется 2 маленьких пластиковых стакана муки и 1/3 часть столовой ложки соли. И также добавляем растительное масло 2 столовые ложки. Все это мы перемешиваем и добавляем воду теплую. Сколько точно понадобится воды, сказать трудно. Мы добавляем воду постепенно и замешиваем тесто. То есть не выливайте сразу всю воду. Все зависит от самой жесткости воды и качества муки, и от этого, собственно говоря, всегда пропорции бывают разные при замешивании теста. Тесто домашней лапши должно получиться не мягкое, оно должно получиться достаточно жестковатое и упругое. Мы его замешиваем либо вручную, либо можно это сделать в процессоре, если он выполняет функцию для замешивания теста. И важно, что достаточно долго мните тесто в течение нескольких минут, и затем сделайте из него комок и кладем его в холодильник на 24 часа, если мы делаем лапшу заранее. Если это было не заранее, то прямо сейчас мы продолжаем работу над тестом. Мы раскатываем тесто во все стороны. Главное, чтобы получился достаточно объемный пласт, чтобы он не был слишком тонким, но в то же время не был слишком толстым. Также мы накатываем его вот таким вот образом на скалку и еще более раскатываем тесто. После этого мы должны будем тесто вот таким вот образом свернуть. Такой способ позволяет нарезать достаточно аккуратную и длинную лапшу. То есть мы сворачиваем раскатанное тесто в ролл,
Обрезаем кончики, если мы заботимся об аккуратности лапши и о том, как она выглядит, и начинаем нарезать. Какой толщины? Это уже зависит от того, какую лапшу вы любите. Если вы любите лапшу в таком стиле удон, то тогда потолще нарезаете. Но, соответственно, тогда ее нужно будет дольше вываривать. Не 4-5 минут, а тогда уже где-то около 10 минут. Не забудьте после того, как нарезали лапшу, ее присыпать мукой, чтобы она не прилипла друг к другу. И если же вы нарезаете лапшу достаточно тонкую, то тогда и варить ее будете меньше, где-то около 4 до 5 минут. Так что продумайте это заранее. И за это время у нас уже должна была закипеть масса. Мы ее солим, 1-2 чайные ложки соли добавляем по вкусу, это можно всегда потом попробовать и опять добавить. И закладываем уже нарезанную лапшу. Когда закладываете, одновременно помешиваете и варим на среднем огне, все время помешивая, чтобы лапша не слипалась, где-то от 4 до 5 минут. Лапша, она должна всплыть, когда будет готова, но тем не менее не полагайтесь только на это, проверьте, проварилась ли лапша, просто-напросто выбрав какую-нибудь одну лапшу и попробовав ее. Ну и все, тогда, собственно говоря, лапша готова, сервируется она вот таким вот образом. Это такой, можно сказать, густой суп, такой кашеобразный, такой или похожий на крем-суп. Естся это блюдо горячим, его можно есть как соленым, также можно и добавить сахар. Поэтому, когда сервируете, отдельно поставьте на стол сахар, кому понравится, может есть это блюдо сладким. Но вкуснее всего оно с кимчи, потому как это блюдо традиционной кухни, и оно имеет такой, можно сказать, вкус старины, то есть не богато вкусом, как современные блюда. Приготовьте, попробуйте, приятного аппетита!